Доброе утро, друзья! У меня утро, время 10 или даже уже 15 минут восьмого. Я только проснулась. Не очень, конечно, я сегодня выгляжу, потому что вчера я так устала. Сегодня у нас 19 августа. Вчера я закончила пошив сарафана и решила сегодня с утра начать новый влог. У меня вот тут кофеечек стоит. Еще не пила, если честно. Поэтому в горле немного першит. Так, сегодня новый влог. Решила начать с пошива блузки для ребенка. Вчера все убрала, помыла, сама помылась, привела себя в порядок. Ну, если что, это была шутка, я моюсь каждый день. Но, друзья, этого не случится, потому что вчера, друзья, приехала женщина, которую я ждала, и она привезла одну шубу, мы будем ее переделывать на безрукавку, и 4 джинс. Потом пришла еще женщина, привезла еще одни джинсы обрезать. Потом приехала моя дочь, она привезла вот это вот платье, какое-то непонятное, я даже не пойму, господи, тут все что-то открыто, здесь прикрыто. Платье новое с этикеткой, его нужно погладить, но я думаю, платье новое, может быть, стянуть в кондиционере. Они идут на свадьбу, брюки моего будущего зятя, а может быть и не будущего, а может быть и не зятя. Их нужно подрезать, тоже погладить. И его рубашку, она тут висит. Так, и еще это не все. Там лежит пиджак, он на гладильной доске, его тоже нужно погладить. Он был дома у Лизы, и она его тоже хочет с собой взять. В общем, так, планы у меня пошли в тартарары. Я хотела начать с пошива блузки. Я вчера даже заправила швейную машину, смонтировала видео, которое, наверное, уже вышло. Так, да, и очень сильно устала, легла очень поздно, наверное, часов 12. Так зачем же я записываю это видео, спросите вы, если у нас пошив... Господи, как он называется? Швейный влог немножечко отодвинется для того, друзья, чтобы оправдать саму себя, почему так долго не снимала. Но запишу-ка я на всякий случай это вступление, чтобы вы знали, что я не лежу на диване с телефоном, не отдыхаю, у меня вообще нет времени на что, опять начала ныть. Так, ладно, еще хочу вам показать. Немножко отвлекемся, не будем называть. Ткани новые, они вчера высохли. Вот это серый, о котором я вам рассказывала в предыдущем влоге. Вот такой серый. Здесь он как будто бы немножечко голубоватый. Ну, он больше серый, чем голубоватый. Здесь в составе 50% шерсти. Так, кофе вот тебе запылил такой. Но мне, если честно, не очень нравится. Мне кажется, какой-то он, знаете, как немножечко как картонный. Не знаю, ну, очень понравился. И вот такой вот трикотаж. Выглядит он, конечно, после стирки не презентабельно, но очень хорошего качества. Мне кажется, прям какой-то кашемировый, стрейчевый, плотный. И, девочки, смотрите. Да-да-да-да. Моя жаба меня задушила, и я на брюки додумалась отрезать 75 сантиметров. Теперь я думаю, у меня и так 75, и так 75. Или он подсел, мне кажется, так меньше стало. В общем, мы сюда не умещаемся, я прям вижу, но есть вариант пристрочить резинку, если хватит ткани, вот такую резинку. Либо мне нужно сходить в магазин, я его покупала, ну как сходить, доехать, потому что ехать минут 25-30, он не близок, этот магазин, можно сказать. Не у нас, а чуть подальше, чем у нас. Докупить еще на брюки, а это оставить на пиджачок. В общем, я в раздумьях. Блин, опять это слово в общем хотела. Все. Не буду говорить слово в общем. Начинаем. Я сегодня планирую, записываю это видео, чтобы заняться ремонтом одежды, всем все постирать, погладить, отключить все телефоны, и мы с вами приступим наконец-то к пошиву блузки. Но это будет не завтра, потому что завтра я планирую заняться сиденьями для брата. Посмотрю, что получится. Мне нужно до выходных все это сделать обязательно. Обязательно заняться уже школьными вещами. Так, все, отключаюсь, пью кофе и приступаю к работе. Всем хорошего дня, а мне продуктивного. Так, друзья, включила камеру, у меня уже час дня, я продолжаю потихоньку работать. И что я сделала? Я сделала двое джинсов с сохранением строчек, вот такие вот лохмушки здесь сохранила. И, значит, вот такие джинсы я тоже подогнула, вот обрезочки. Ну, здесь просто подгибочка. Так, что еще я сделала? Я подогнула зятю будущему, или не зятю, не будущему, брючки. Подгибала на машине, потайной строчкой прямо на швейной машинке. Еще я ему вот погладила на рубашку. Приготовила дочери пиджак, платье уже постирала. В общем, хочу вам показать, что у меня тут происходит. Сейчас мы отправляемся обедать. Здесь, значит, сидела дочь. Она тут у меня за спиной слушает Шолохова аудиокнигу, вторая у меня внизу. В общем, хочу вам показать, что тут происходит. И еще мне хотелось сказать, что, наверное, в этом видео мы с вами блузку шить не будем. Я подумала, а что нам путаться? Давайте это видео посвятим ремонту одежды, каким-то моим швейным делам, а уже в отдельном видео мы сошьем с вами блузку. Сейчас я поверну камеру и покажу вам, что происходит вокруг.
Здесь находится кучка моих работ. 2 работы уже готовы. И сейчас я буду делать вот эти джинсы. Они, конечно, немножечко в ужасном состоянии. Вот такой низ. И нужно, просили, умоляли сохранить, ну, хотя бы вот до сюда. Что я думаю? Я хотела, отрезала, сейчас вам покажу вот эти рыжие джинсы. И хотела подогнуть этой джинсой внутри. Мне не хочется здесь делать, понимаете, как вот этот вот. Они, кстати, уже не аттестируются, брюки чистые, просто уже не аттестируются. Мне не хотелось сделать вот такую вот дурацкую подгибку, и я думаю, что там можно будет подогнуть вот такой джинсой. Ну, либо что-то взять вот из этих кусков, настрочить, сострочить, но я думаю, будет не очень смотреться, если честно. И, наверное, я все-таки внутри подогну вот такой тканью. Посмотрим, как я их отремонтирую, отреставрирую. Джинсы, мама сказала, для улицы. Такие любимые, в общем, их нужно сохранить. Там у меня еще в пакете тоже 2 джинс. Они уже новые, с этикетками. Здесь просто подогнуть. Ну, ничего особенного. Тут, мне кажется, просто обметка и контрастная строчка. Так, смотрите, что у меня на столе. На столе у меня ноутбук. Дочь здесь чем-то занималась. И помимо искала в журналах детских, вот столько журналов, младшей дочки брючки из трикотажа. Ничего не нашли, кроме вот такой модели. Вот. Брюки как вроде бы спортивные, но в то же время как брючки. Посмотрим. Не знаю, здесь размер 122, ей, наверное, будет маловат. Ей нужно будет размер 128. Ну, на один размер я, конечно же, могу увеличить, но не уверена, что хочу именно эти брюки. Мне нужно еще посмотреть журналы, которые у меня... Я шью детские. Так, вот здесь вот она ела пюре. Вот видите, вот что у меня на рабочем столе. Вот так выглядит рабочий стол, моя швейная машинка. Как всегда, мусор. Я вчера все убрала, все помыла, и у нас все равно такая грязища. Так, вот такие у меня дела. Время час дня, идем обедать, и буду продолжать работать. Самое сложное у меня отреставрировать вот эти вот джинсы, а эти уже оставшиеся, я думаю, сделаю быстро. Мне за сегодняшний день нужно обязательно закончить. Ремонтировала джинсы и не могу с вами не поделиться. Извиняюсь за шум, у меня там опять пылесос. Все работают. Вот посмотрите, как смотрится с лица и как смотрится с изнанки. По-моему, получилось неплохо. Выкинула я все эти лохмотья. У меня, кстати, было в запасе всего 5 миллиметров. Вот здесь от края строчку я проложила на расстоянии 4 миллиметров, но проложила 2 строчки, чтобы не разъехалась миллиметра на то, чтобы... То есть вывернуть вот такую толщину. По-моему, получилось неплохо, на мой взгляд. И я думаю, что они еще их поносят. Так, вот вторая штанинка. И вот штанинка номер 1. Так, сейчас у меня рабочий день еще продолжается. Мы уже пообедали. Так, смотрю, кот мой ходит. Кот. Мы уже пообедали, и сейчас я бегу гладить дочери платье, потому что, скорее всего, они заедут после работы. Нужно погладить, чтобы платье отвиселось. Покажу вам сейчас пиджак. Я его уже погладила. Вот так выглядит пиджачок. И я хочу сказать, почему я решила вам его показать. Потому что его шила я сама много лет назад. Он короткий. Так, ткань хорошая, какая-то шерсть. Здесь вот видите, не знаю, видно или нет, выточки. Фигура у дочери высокая, сутулая, поэтому здесь на плече у нас идут тоже выточки. Так, не трогай. Здесь у нас вот такой воротник. По-моему, шила его по журналу Патронес или Патронос. Но, если честно, это была одна из 2 вещей, которые я шила по этому журналу, и мне не нравятся лекала. То есть мне пришлось полностью переделывать выкройку на нее. Мне не понравилось. То есть все было как-то криво, был очень маленький воротник. В общем, мне кажется, по бороде работать намного легче. Там интересная подкладка вот такая. В общем, привела его в порядок, валялся мятый, постиранный в стиральной машинке. И сейчас пойду гладить платье. Не знаю, сколько этому пиджаку, мне кажется, уже... Еще она в школе училась, уже еще, запуталась я, короче, уже, мне кажется, лет 5. Он перешел по наследству другой дочери, но вот сейчас они идут на свадьбу, на улице прохладно, ветрено, и она попросила этот пиджак, не знаю, вообще влезет она в него или нет, но сегодня приедет, померяет, пока отвисается у меня на Верочке. Да что ты воешь, Глафира? Рабочий день закончен, и мы вышли на вечернюю прогулку. Девчонки, сидим на набережной, у меня чай, очередной пирог и отдыхаем. Такой у нас сегодня вечер, красивый закат. Сейчас прогуляемся, сходим в парк,
купил себе краску для волос, нужно уже покраситься, еще думаю, может быть, постричься. Так что в ближайшее будущее, я думаю, вы увидите меня красивой. На улице, кстати, тепло, несмотря на это, мы накутались, потому что пойдем в парк. Вот там какое-то мероприятие, сейчас вам покажу. Оп, что-то там, тусовка какая-то собирается, смотрите. Не знаю даже, что у них там происходит, но что-то веселое. В общем, такие у нас дела. Завтра начнем с вами опять швейный день. Мне сегодня принесли очередные джинсы. Правда, на них огромная дырка. Ее нужно будет нам с вами как-то зашить, замаскировать. Ну а пока всем хорошего вечера. Мы пойдем гулять. А на мою булочку. Вторая тоже хочет булочку. Угощай вторую. Ой. Еще что покажу. Ничего себе, Глафирка! Смотри, сколько тут уток-то прибежало к тебе. Самый красивый здесь цветочек это я. А вон там какие шапки. Какие красивые. Красиво. Крупные. Пойдем подойдем к можжевельникам. Очень красиво. Савцы огромные. Обалдеть. Заряжайтесь энергией дерева, друзья. Не для работы создан вы. Огромный просто. Видите, поднимается. Очень красивые. Каша бегает. Доброе утро, друзья. У меня уже новый день. Утро, тишина, кофеечек. Господи, какое наслаждение. Я никак не проснусь, поэтому я здесь. Покажу вам свою розочку. Смотрите, какая красивая розочка. Мама ее выкинула. Муж ее у мамы пытался выкопать. Переломал ей хребет. Пришел, бросил в дождик. А я ее пожалела, посадила. И вот она теперь меня радует. Такая, конечно, быстро распускается, но пахнет. Вернее, быстро подцветает. В общем, такая розочка. Ой, хорошо. На улице свежо, солнце. Уже в воздухе пахнет осенью. Так, я сейчас пью кофе, разгуливаюсь и топаю в мастерскую. Покажу вам, как у меня там обстоят дела. Доброе утро, друзья, еще раз. Мы уже в моей мастерской. Я на фоне прекрасной Верочки. Дочь вчера забрала вещи. И что я хочу сказать. Сегодня у меня новый день, четверг, и, наверное, по логике 20 августа. И на сегодняшний день у меня было намечено обтянуть эти сиденья дермантином, эко-кожей. Но у нас это дело немножечко откладывается. Возможно, я сегодня начну это делать. Смотрите, у меня даже пришли нитки Гутерман. Это, по-моему, либо 30, либо 40 я заказывала. Точно уже не помню. Нитки плотные, не такие 40 или 30, как, например, Бестекс или Дортак. Они очень плотные. Тут всего 100 метров, и их невозможно порвать. Это я заказывала для этих сидений. Думаю, чтобы было прочно. Катушка стоит 400 рублей, здесь всего 100 метров. Также я заказала клей вот такой для эко-кожи. Новый канцелярский нож. Мне нужно как-то резать поролон. Но я почему-то откладываю. Я вчера, кстати, не доделала джинсы. Приезжали дети, пришлось с ними сидеть, развлекать. У меня осталось из партии, где женщина заказала подрезку 4 брюк, и дочке на себе. Мне осталось подогнуть вот двое абсолютно одинаковых джинсов. Тут немножечко расклешенный снизу. Я здесь сделала сметку. Мне осталось только положить строчку. Почему сделала сметку? Это очень просто. Посмотрите, небольшой клеш, который нужно было сутюжить. Можно было, конечно, заморочиться, распороть вот эти все отделочные строчки и их, как сказать-то, сутюжить с помощью строчки машины. Ну, я не стала заморачиваться, они стречевые, поэтому я их сутюжила так. Значит, они абсолютно одинаковые, единственное, у них разный размер. Доделываю сейчас. Потом у меня приехала вчера женщина и умоляла сделать джинсы сыну. Джинсы новые. Вот у них даже тут висит, они не отрезали. История интересная. Этому молодому человеку я подгибала брюки к школе. И он поехал на велосипеде ко мне за этими брюками. И вот что случится. Узнал, куда ехать. Сейчас я вам покажу, что у него произошло. У него произошло вот, девочки.
вентиляция вот такая произошла в виде вот такого вот огромного, так сказать, окна. Ну, короче, вот такая огромная дрель на ноге, и ее нужно как-то убрать. Посмотрите, это новые джинсы, новые, я первый раз ходил. Мама постирала, просит, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Будем с вами что-нибудь делать. И это надо сделать в первую очередь после вот этих джинс. Ну, а потом уже, если останется время, мы с вами приступим к этим дармантиновым сиденьям. Вы спросите, зачем я их взяла? Конечно бы я их не взяла. И, наверное, я, ну, не как бы не мебельщик, там, не знаю. Но это мой брат. Брату я отказать не смогла. Поэтому будем с вами что-то придумывать. Надеюсь, что у нас все получится. Если мне никто не привезет очередные джинсы. Так что я сейчас доделываю эти, приступаем к черным. Мама говорит, может, махрушки? Я говорю, давайте попробуем заштопать. У меня есть, кстати, классная лапка на машинке. Я вам сейчас покажу. Так, я ей не всегда пользовалась. Для меня было открытие совсем недавно. Мои приблуды вернины. И есть у меня вот такая лапка. Я вам сейчас покажу. И вы, наверное, догадаетесь, кто шьет, для чего она. Да? Вы догадались? Правильно, для свободной ходовой стежки. Я все время думала, нафига она мне? Штопала я, кстати, раньше без этой лапки. Но это просто божественно с ней. Машина просто летает ее во все стороны. Скорее всего, буду при помощи лапки штопать. Так, еще какие у меня тут лапки есть. Лапка, которую я покупала для этой машины, это вот такая лапка. Тефлоновая для кожи. Я вам уже говорила. Так, ну, особо ничего такого нету, которым я пользуюсь. Вот это я не пользовалась никогда. Огромная лапка с одной точкой. Это для джинсы она идет. Такая, ну, ни разу не шила. Почему не шила? Потому что нету позиционирования иглы. То есть одна точка, игла входит именно в эту точку. Это как на промышленной машине. Еще, кстати, нужно поменять вот эту вот пластину игольную, чтобы там тоже была одна точка. И получается у вас из бытовой промышленной машины. Есть такая тут фишка в этой вернине бытовой. Ну и вот эта лапка тоже классная. Смотрите, как она выглядит. Лапка с ограничителем, тоже крупная. Это для потайного шва, либо для отстрочки на расстоянии 1 мм. Кстати, что я не пользуюсь как для отстрочки, не знаю. Еще вот такая лапка есть. Это лапка для автоматических петель. То есть вы делаете одну петлю, а потом ваша машина строчит все петли одинаковые. То есть вы их уже не размечаете, только начало петли, и она как по маслу. Но моя лапка не работает. Эта лапка очень дорогая на сегодняшний день, мне кажется. Могу наврать. Она стоит около 15 тысяч, а может быть и больше. Знаете чем? Я возила машинку, когда на техосмотр. Вот здесь вот есть такая лупа. У новых Бернин, кстати, лапки больше уже идут, вот которые серии мне нравятся. И они все такие. У нее такая здесь лупа, она считывает, как бы программируется и делает. Вот эта лупа у меня повреждена. Мне сказали, что, скорее всего, дети или кто-то ее уронил, эту лапку, и она больше не считывает. То есть она делает петли, но одна сторона петли на 1-2 мм уходит в другой. То есть она делает их некорректно. Ну, в общем, лежит. А петли, девочки, я делаю при помощи вот такой классной лапки. Эта лапка у меня номер 20. Посмотрите, какая она открытая. Когда шьешь, вышиваешь, особенно строчки, все видно. И петлю тоже делать тоже классно. Обычно петельные вот эти лапки, они встают так, что петлю, которую ты нарисовал, не видно. Но эта лапка супер. В общем, все лапки вам показала. Есть еще другие. Ну ладно, покажу вот такую лапку. Кто знает, для чего она. Вот такая вот интересная лапка. Это лапка для верлочной строчки. Ну или для зигзага. Кстати, по поводу верлочной строчки. Я делала недавно, думала, когда выставить на продажу свои машинки, думаю, дай-ка я сделаю образца. Ну, естественно, ничего не продала, я только думала. И сделала на габардине, который обычно не шьют машинки, строчки. Я вам покажу. Вот так шьет моя машинка. Это я делала месяц, может быть, полтора назад. Вот она, оверлочная строчка. Здесь она выполнена с обычной лапкой. Вот это вот лицо, смотрите. А вот это вот изнанка. У меня даже, вот видите, сверху подписано. По-моему, моя машинка шьет идеально. Вот тут я делала, короче, длину стежка. Видите, от крупного к мелкому. И здесь тоже. Вот одни и те же бантики. Тут потом какая-то другая строчка. В общем, классно она шьет. Ой, ты сказала слово. Чем классно шьет моя машинка. Я подумала, нет, такая корова нужна самому, не буду ее продавать. Я вообще хотела все машинки продать и купить две классных. Одну, значит, я уже купила, ничего не продала, потому что вилок у меня там стоит. И вторую я хотела тоже Бернину, но уже другой серии. Не третьей серии, а четвертой. Ну, это опять мечты. Но мечты, как обычно, сбываются. У нас посмотрим. Ладно. Ну, в общем, классно, да, шьет? Согласна? Согласна? И у меня этот образец лежит. Я вот так вот раз что-нибудь достаю из сумочки и любуюсь. Класс. Так, ну все, опять я начала трендить. Из-за этого моего трендеца прошлое видео оказалось таким огромным на час. Это, девочки, я еще 1,5 часа оттуда урезала. Оно могло бы быть больше. Вот.
Приступаем. Надо подогнуть. Сейчас подберу ниточки. Ниточки у меня, кстати, лежат вот в таких контейнерах. Именно вот такого оттенка бежевый, серый, бежевый, серый, коричневый лежат у меня вот в таком. Это у меня вот, кстати, сбоку цвета, которыми я оттрачиваю джинсы. Видите, они там все рыже-коричневые. Ну, обычно я их вот так расставляю. Вот, например, у меня есть контейнер уже поменьше идут. Ну, естественно, с фикс-прайса. Здесь у меня серо-голубые расставлены. Надо брать. Зеленые, желто-красно-розовые. Ну, вот самых больших цветов у меня вот таких бежевые, серые. Ты что пришла? Ты что-то хотела? Пойдем вниз. Вниз? А зачем нам с тобой вниз? Пойдем вниз, есть. Есть хочешь? Мы только работать начали, уже есть. Давай немножечко поработаем, потом поедим. Смотри, вот так. Кино не смотри? Ну, потом ты смотришь. Давай хотя бы нитки подберем, потом пойдем есть. Давай? Можно я нитки разложу? Не, нельзя. После того, как ты разложишь нитки, мама их просто уже не найдет. Давайте что-то другое Да разложим. не разложу, а поставлю. А эти не надо ставить. Это для джинсов мы как раз сейчас подберем. Они, видишь, разных цветов здесь лежат. Чтобы джинсы не отстрачивать, не рыться особо. Кстати, по поводу джинсовых ниток. Я-то отстрачиваю нитками не джинсовыми. Вот у меня есть одна джинсовая нитка, но я вам сейчас покажу. Где она? Вот она у меня катушка. Господи, она такая толстая. Мне кажется, она номер 20. Вот видите, какая толстая. И машинка не особо шьет. Но мне недавно сказали лайфхак, что нужно на верхнюю нитку ставить. Она не шьет из-за челнока. Из-за того, что толстая. На верхнюю, значит, заправку ставить толстую, а на нижнюю тонкую. Тогда будет классно. И вот почему я не заказываю джинсовые нитки. Потому что они все таки толстые. Хотя нужно попробовать ставить наверх толстую, вниз тонкую. Посмотреть, если будет шить. То есть она там начинает как-то плохо, в общем, выходить из челнока. Если будет шить, то можно заказать набор. Там, кстати, все цвета есть для отстрочек джинсов. Будет классно. Смотрите на маркетплейсе. Но какого советовать не буду. Сами знаете, что сейчас все с этим сложно. Ну, надеюсь, что все наладится. Так, ну все, подключаемся. Идем шить, завтракать и увидимся с вами чуть позже. Надеюсь, когда я сделаю джинсы и приступлю к этим черненьким. Господи, дай мне сил. Рассказала вам про толстую нитку и решила попробовать, девочки. Так, вот, да, у меня толстая нитка и вот толстая нитка. А с изнанки у меня, значит, в челноке тонкая нитка. Вот так смотрится строчка. Ну, а вот строчка обычной тонкой ниткой. Мне кажется, ну, конечно, машинка хорошо прошила, когда сверху толстая, снизу. Но и тонкой ниткой тоже неплохо. И вот так, собственно, смотрится строчка на джинсах. Я все уже закончила. Все джинсики у меня подогнуты. По-моему, неплохая строчка. Такая вот. Так, машинка отлично прошла на толщине. Вот. Так, и с этой стороны. Но я пользовалась, сейчас вам покажу, найду компенсатор толщины. Для меня он вот такой очень удобный. Можно подобрать под любую толщину. Вот так его просто либо 3 толщины она прекрасно пройдет, либо 1, либо 2, либо вот 3, как я сказала. Вот так вот под лапку подставляешь. И очень удобно. Ну и на промышленной, когда подгибаешь, тоже приходится иногда пользоваться, потому что если у вас нет компенсатора толщины, и вы на промышленной машине нажмете на педаль и дадите газу, так скажем, машина от своей мощи, вот так вот вам пересборит ткань, и у вас изнутри не состыкуются вот строчки. То есть она попрет, как на танке. Конечно, прошьет, натопчет, но вот это место она у вас стянет. И на промышленной я тоже использую компенсатор. Так, джинсы мои все подогнуты. Сейчас позвоню или напишу хозяйке и буду заниматься черными джинсами. Соберу все ее обрезки. Вот такая, кстати, здесь была подгибка широкая, но мне не очень нравится. Но здесь такая машинка, как плоскошовная. Она сразу, посмотрите, прокладывала строчку. И с изнаночной стороны, и с лицевой. У меня такой строчки нет, поэтому я подогнула обычный, но эта строчка. Стежок не очень крупный, тоже вот тут джинс. Проклеила трикотажным дублерином. Не стала дубовым проклеивать разрыв, потому что еще будет заплатка и будет очень толсто. Вот сам разрыв проклеила еще раз долевой. Видите? И сейчас хорошенечко приутюживаю клеевую. И вывернем сейчас джинсы на обратную сторону. Все махры, которые висели, я срезала, чтобы они тоже не создавали толщины. Сейчас выверну и посмотрим на лицевой стороне. Таким образом выглядит у нас лицевая сторона. Я ножничками подрезаю все махрушки, чтобы когда я делала заплатку, этого ничего здесь не выпирало. Все должно быть ровно. Собираю их. И сейчас подстригу аккуратненько вот этот вот разрыв и уже
пойдем с вами подбирать нитки. Многие, наверное, скажут, зачем я это делаю. Все очень просто. Когда джинсы разрываются, они все равно, нитки у них там как будто бы разные. В каких-то голубых есть белые добавленные нитки, желтые. Чтобы этого всего не было, я вот таким образом все это лишнее сейчас подрежу и буду застрачивать. Ничего не должно мешать и не должно быть никаких, так сказать, выделений. Дурацкое слово. Никаких отклонений от цвета, скажем так. Да. Заплатка должна быть максимально невидимой. Тут еще вот маленький разрывчик. Сейчас выключу камеру и подстригу уже. И вот так я потом получу, посмотрите. И уже можно сказать, что красиво. Можно сказать, что красиво. Вот здесь вот махрушки есть, а вот здесь я уже постригла. Да, отлично, отлично получилось. Так, теперь у меня остается все здесь просыхать, а я подбираю нитки. Кстати, я хотела распороть шов, но здесь у меня есть где-то пару миллиметров, не доходит до шва, и я зацеплюсь вот тут вот настрочу, и будет нормально, шов не порвался. Чтобы не тратить время, не распарывать этот шов, потом не заправлять оверлок, я посмотрела, есть место, куда зацепиться, поэтому я сделаю штопку прям близко к сгибу, потом все отутюжу, и будет нормально. Так, максимально срезала все, что не нужно, все, что некрасиво. Теперь нужно примерно обвести границы, как у меня будет выглядеть эта заплатка, чтобы когда я штопку делала, я приблизительно знала. Я, конечно, не буду идти ровно по границам, потому что эта заплатка будет выделяться, но я должна буду видеть, потому что ткань темная, где у меня заканчивается сам разрыв. Прежде чем я начну штопку, давайте попробуем вот на таком светлом лоскутке. У меня вот здесь контейнер, кстати, с обрезками джинс моих. Мало ли куда понадобится заплатка или что-то. Так, поставила лапку для штопки. Вы знаете, что при работе такой лапки нам нужно убрать с вами, правильно, зубья на швейной машинке. Так, что мы делаем? Мы с вами подставляем лапку под лапку. Так, кстати, я убрала столик, потому что это джинс. И нужно будет подладить как-то. Ну и просто вот так вот берем и вводим. Вот видите, я вожу ее. Конечно, мне одной рукой неудобно, но вы поняли. То есть я буду туда-сюда, короче, штопать. Это очень удобно. Не надо не поднимать никакие лапки. Сейчас, конечно, у меня тут такая хаотичная строчка, но смысл, я думаю, вы понимаете. Вот так вот она работает. Да еще левой рукой. Господи, да я профессионал. Посмотрите, какая красота. Так, все, пошла я за штанинами, они как раз просохли, и будем штопать. Джинсы готовы. Вот вы видите, где был разрыв. И вот так вот вблизи смотрится. По-моему, все хорошо. После того, как они поносятся, коленки растянутся, будет вообще все отлично. И еще я хотела вам добавить, чтобы менее заметно была штопка, нужно строчить вот по направлению этих столбиков вот таким образом. Вы поняли, да? И будет более-менее незаметно. Ну, во всяком случае, лучше, чем с дырой. Если не приглядываться, то вообще отлично. Так, ну все. Иду пить кофе, немножечко передохну и займусь кожей зама. Никак больше нельзя откладывать. Нужно уже начать, и все получится. Меня уже забрали джинсы, и я приступаю к раскрою сидений. Так, приготовила поролон. Кстати, я уже все убрала. У меня, как видите, все чисто. И мне нужно определенные детали на определенную ширину поролона. Так, это получается, у меня здесь записано спинка и эта спинка. Но я хочу тоже сэкономить поролон. Думаю, что вот эту досочку положу вот здесь, да, чтобы вот так вот не вырезать. Здесь останется такой большой приличный кусочек. Сейчас обведу ручкой и постараюсь вырезать ровно канцелярским ножом. У меня есть запечатанный ножик. Надеюсь, получится. Сначала я выкрою поролон на все детальки, потом попробую, посмотрю, на какой машине буду шить, а потом уже раскрою кожезам с учетом ширины лапки, чтобы шить по краю в зависимости от машин. Все так замудренно сказала, но меня поняли. Я еще не определилась с пошивом. Хотя у меня на обоих машинках есть тефлоновые лапки, но я все-таки, наверное, буду шить на промышленной. Да, наверное, посмотрим. Она как-то будет помощнее тянуть. Так, сейчас выравниваю все и вырезаю. Боже, помоги мне, Господи, я уже сварила суп. Он, вернее, у меня варится там еще. Я уже хотела пойти красить волосы. Я все пытаюсь. Думаю, нет, все, хватит пудрить мозги. Пошла и выкрыла. Испортила, значит, испортила. И забудь уже про этот дермантин. Господи, помоги. Кусочки раскроила.
Довольно у меня ровно все получилось. Вот я так подрезала ровненько, аккуратненько. И сейчас я пробую. Вот у меня тут этот кусок. Сначала решила попробовать на Бернине. Нитки не меняла. Здесь у меня Дортак стоит. И она просто шьет отлично. Единственное, что я поставила иглу для кожи. Номер 90. Да. И вот смотрите, вот здесь вот не знаю, как смотреть. Наверное, не будет видно. Так, господи. В общем, что я хотела сказать? Фу, опять свою, в общем. Смотрите, лапка не тефлоновая, просто шикарно. Как тебе заснять? Шьет просто идеально. Смотрите, какая строчка. Сейчас я попробую вам ее показать. Вот такая строчка, и даже нитки не для кожи, которую я купила. В общем, отлично. Все, буду шить на ней. Мне нравится. Сейчас поменяю ниточки, и прекрасно. А если поставишь тефлоновую лапку, то вообще будет замечательно. Классно. Все, сейчас буду кроить. Решила, здесь сделала разные припуски. Думаю, на каком же расстоянии, наверное, сделаю припуски на сантиметр. А с другой стороны, зачем мне на сантиметр? Можно вот настолько. Ну, просто сантиметром проще шить. Ладно, я сейчас подумаю, потому что у меня эти квадратные спинки имеют острые углы. И как там в этих углах мне придется подлазить, я даже не знаю. Включение промежуточное. Вести с полей. Так, у меня уже 6 часов вечера. И что? Я пришила пробный лист Дермонтена. Так, вот, пришит он, видите, со всех сторон. Уголочки ровненькие. Так, что мне еще нужно? Во-первых, мне нужно проклеить уголки. Там аккуратненько. Так, у меня вот здесь стык, видите, на уголке. Я хотела вот эту полоску вшить и сделать стыки по углам, потому что у меня не хватило цельной полоски, цельнокройной. Но я забыла, пристрочила вот этот угол, и пришлось стыковать еще раз вот здесь. Так, что мне нужно? Мне нужно вот так аккуратно заложить там уголочки и их заклеить. Потом мне нужно отстрочить на вот эту обтачку близко. Но я не буду доходить, так как угол острый, будет некрасиво, где-то вот сантиметр с каждой стороны. Я отстрочку прерву, здесь у меня как раз будет проклеено. Это у меня, значит, первый чехол. Сиденье, я думаю, будет нормально. Потом мне нужно будет пристрочить еще с той стороны полоску, которая перетянет весь этот пирог и пришьется с той стороны степлером. Я раскроила все детали. Вот они у меня. Так, вот, начертила все припуски. В общем, девочки, шью. Я выкрыла вот этих деталей две. Знаете, что случилось? Здесь нету. Я выкрыла первую деталь, поворачиваю. А тут брак прямо на самом видном месте. Такое пятно, как будто клей. Я и не заметила, когда кроила. Пришлось из этого лоскута выкроить на маленькую дощечку. И еще я здесь брала вот эту вот стыковочную полоску сбоку. Также я поменяла нитки на тонкие, потому что толстые у меня начала машина петлять. Ни в какую не шьет. Я перепробовала, ставила их на промышленную, и вот так вот шьет промышленная, тоже петляет. Толстую нитку сверху. Пришлось поменять, короче, на машинках их не шьет. Мне кажется, они вылетают. Так, вот это я на бытовой шила, пробовала уже с тонкими нитками. Мне кажется, будет прочно. Я стежок сделала не 5, стежок у меня стоит 4, и мне кажется, смотрится неплохо. Вот сюда положу вам, чтобы было видно. Так, мне помогает Алексик. Кс-кс-кс. Алекса. Муж пошел косить. В общем, я набралась смелости и разрезала весь этот дермантин. Я, скорее всего, сегодня строчку прокладывать не буду. Уже вечер. Я устала. Здесь еще темное все. Я сейчас проклею уголочки и пристрочу ко всем деталькам боковую вот эту обтачку. А завтра с утра уже, наверное, отстрочу и выкрою по месту нижние куски. Причем вот эта маленькая у меня должна обтягиваться с двух сторон. То есть у меня... Где они у меня здесь? У меня детальки будут две. И вставлять я буду сбоку. По-моему, мне сказали, вход должен быть с правой стороны. Так, колупаюсь потихонечку. Забрали у меня все джинсы. Не знаю, говорила я или нет. Все, что я сделала. Всем все вроде понравилось. Ну, а я вот занимаюсь. И так кожа хорошо шьется. Приятная. Я думаю, что на сумочку будет вообще отлично. Доброе пятничное ветреное утро. Снимаю из своей мастерской, показываю вам, какая у нас погодка. Погодочка немножко у нас испортилась. Ночью шел дождик, с утра ветрено. Время у меня примерно 9 утра. И что я хотела? Я хотела выйти к вам, когда у меня уже будут все сиденья обшиты. Но пока вот так вот они выглядят. Лицевые стороны сшиты. И сейчас они у меня лежат. Нет, не отдыхают, они у меня сохнут. Я отстрочила с лицевой стороны вот эти вот обтачки. И промазала клеем. Сейчас вам покажу. Вот у меня промазано все клеем здесь.
отделочные строчки. То есть я строчку завязывала узелки, чтобы не делать проколов лишних в коже. И все теперь сохнет. Клей там с Гулькин фиг. Вот, посмотрите, тюбик с мой мизинец. 3 грамма. И вот строчка у меня уже осталась. Мне хватило только вот узелки на 3 сиденьях промазать. Вчера я вечером, значит, выкраила все оставшиеся детали, полоски. Так, и какой у меня план действий. Сейчас клей просохнет. К маленькой я пришью цельную с обратной стороны вот эту деталь. Она будет у меня полностью обтянута кожей. А вот эти 2 больших с обратной стороны будут пришиты обтачки, которые мы их просто, ну, не знаю, либо подвернем, либо не подвернем, присобачит, в общем, брат их степлером. Также нашла вот такой клей, но мне, видите, не хватает. Я хотела проклеить все углы на вот этих вот сиденьицах, чтобы они не порвались. То есть заложить их красиво и промазать. Сейчас попробую на каком-нибудь образце кожи, как этот клей вообще себя ведет. У меня очень много разного клея. Вот корзинка, там всякие разные клеи, каких только нету. Но я думаю, что у меня клей, который... Господи, он тут... Ну, который кристалл не пойдет, он расплавит эту кожу. Ну, а пока у меня все это дело сохнет, я решила не тратить время зря и сделать выкройку вот этих вот брючек. Но я думаю, что размер все-таки маловат. 122, наверное, моей глафирке нужно уже 128. Тем более я не люблю шить впритык. Дети быстро растут. Мне еще понравилась выкройка вот таких брючек, но я смотрю, что это для мальчиков не пойдет. Там немного будет другая ширинка, так скажем, она будет низкая, нежели для девочки. Я уже как-то шила по выкройке мальчика ваши шорты, и ее задница, в общем, туда с трудом уместилась. Так, сейчас сниму мерки, посмотрю, если что, увеличу на 1 размер. Не надо терять мне время. Сегодня у нас 21 августа. Планирую закончить эти сиденья, но уже сейчас думаю, что все зависит от клея. Кстати, если этот клей будет хорошо клеить, то я буду работать с ним, потому что этот сохнет все-таки долго. Наверное, у меня вчера детальки сохли около часа, минут 40. Он был как будто бы живой, но склеивает он, конечно, кожу просто супер. Потом ее не разодрать. Она становится... Продолжается, погодка портится, и у меня уже готова выкройка. Задняя половинка и передняя. Начертила сразу карман на передней половинке. Не стала я мелочиться и сделала на 2 размера больше. То есть сделала размер 134. На все у меня ушло где-то минут 30. Быстро очень. И если, что я хотела сказать, если вы не знаете, как быстро увеличить выкройку, на 2 размера больше как бы никто не рекомендует, ни создатели журнала, ни люди, которые шьют, лучше на 2 размера только, либо плюс, либо минус. И если вы не знаете, как это сделать, напишите мне, я с удовольствием с вами поделюсь. Сейчас выкрою детальки и уже вижу, кстати, по выкройке, что ткани мне не хватит. Вот так вот. Жаба душила и задушила. По 1000 рублей метр я купила трикотаж, и его не хватает. Нужно будет на брюки покупать отдельно. А уже из этого куска кроить, скорее всего, какой-нибудь пиджачок, либо жилетик. Ну, я думаю, склоняюсь к кофточке по типу свитшота без капюшона. Да. Наверное, такую кофточку я сошью к этим штанишкам. Будет классно. Вот такие дела. Значит, в выходные нужно съездить в магазин ткани и докупить трикотаж, пока его не разобрали. Цвет ходовой ткани, я помню, неделю назад я где-то брала. Уже оставалось совсем чуть-чуть. Сейчас вырежу выкройку и продолжу заниматься. У меня тут уже одна деталь полностью просохла. Начну с нее. И надо уже заканчивать с этим дармантеном. Надеюсь, брат увезет все свое барахлишко. Теперь еще у него тут поролончик лежит. Дерманчинчик. Не уверена, чтобы душить сумку. Посмотрим, как мы все с ним порешаем. Заберет он свои лоскуты или нет. Вот такие у меня дела сегодня и планы. Сегодня конец недели. Это очень радует. Завтра выходные. Работать не будем. Будем только отдыхать. Чего вам всем и желаю. Так, все, я отключаюсь. Пойду продолжать работать. Еще только включение. Решила я приложить к ткани брюки. И посмотрите, девочки. Посмотрите, у меня бы все уместилось, если бы этот трикотаж не сел. Он сел почти на 6 сантиметров. Я купила 75. И не знала, что такое случится. Я вот думаю, он тянется во все стороны. Может быть, в эту сторону разложить на брючки? Как вы думаете? Вот если так, то все умещается. Я могу и поперек. А что, нет? Можно, только вопрос, куда лягут карманы. А если я разложу вот так? Так, вот здесь вот остается чуть-чуть места на кармашке. И на пояс. Вопрос, где будет пояс. Так, ладно, сейчас попробую при вас кармашки свои положить. Так, а где еще один кармашек? Кармашек, ты где? Так,
куда-то. Вот она, волшебная раскладка, если раскладывать не по долевой, а поперечный. Но я вам говорю точно, что трикотаж полиэстеровый. Он очень мягкий, приятный. Возможно, там еще что-то есть, но он тянется одинаково что вдоль, что поперек. И я думаю, что ребенку в первый класс можно сшить штанишки и в этом направлении. Посмотрите, как все удачно легло. Я сделала выкройку с прибавками. Тут даже кое-где остается лишняя ткань, но вот здесь у нас ложится с вами поясок. Ткань здесь у нас со сгибом. Я думаю, что можно ничего не докупать, а просто вот таким образом выкроить штанишки. Сейчас я посмотрю, может быть, даже и раскрою. Смотрите, какая красота! Брючки получились. Все, тут у меня и кармашки, и все. Так, это у нас обрезки не нужны. И вот такой идеальный выпад. Осталось только настроить швейные машинки из этого кусочка и все ненужные материалы выкинуть. Что я могу сказать? Я гениальная женщина. Ну, что тут скажешь? Ну, догадался. Кстати, я сначала подумала про свитшот и прикинула, что он там тоже бы не уместился. Слишком уж больно, если раскладывать по долевой, а не поперечный. Я думаю, а зачем я буду шить свитшот по поперечной? Если я купила на брюки, я уж их и сошью. Вы, конечно, скажете, что я не настолько гениальная, брюки не краятся поперечную. Ну, я скажу, что ничего страшного. Я помню, Лизе шила тоже из остатка трикотажа похожего, плотного, и все начальные классы она проходила в этих штанишках. Это были спортивные штаны. Я шила ей из отходов тоже, из остатков, шила мужу костюм, и у меня остался. Там был трикотаж такой шерстяной. И все, ей нравилось. Надо, кстати, поискать. Они даже, по-моему, у меня где-то сохранились в мешках. Так что мы с вами никому не скажем, что брюки у нас выкроены не по долевой. Еще раз повторяюсь, очень толстый, плотный трикотаж с полиэстером. И он тянется и в ту, и в другую сторону, мне кажется, одинаково. Так вот у нас так тянется, и вот так он у нас тянется, смотрите, практически одинаково. Мне кажется, даже нет никакой разницы. Так, все, складываю. Сейчас вытащу иголки, чтобы не поставить зацепок. Поставлю, где изнанка, отмечу, и буду заниматься уже дермантином. У меня уже смех к концу недели истерический. Не обращаем внимания. Не могу не поделиться. Первая деталька, первый чехольчик уже готов. И я хочу вам показать, как это все выглядит. Посмотрите, какие у меня тут отстрочки, ровненькие уголочки получились. Не знаю, видно вам или нет, но все вроде бы классно. Как это будет все выглядеть? А выглядеть это будет вот таким образом. Мы это все натянем. Здесь у нас все станет классненько, а здесь мы сделаем вот таким образом. На уголочке и степлером. Здесь у него какие-то штучки, но смысл в том, что здесь можно будет еще подвернуть. Я не знала, какую ширину ему здесь оставлять, поэтому оставила вот столько. И мы вот так вот степлером все это присобачим. И будет здесь тоже ровно. Надеюсь, вам видно. Пока это все шалтай-болтай, но уже смотрится неплохо. Главное, что уголки ровные. Я переживала за уголочки, но все получилось классно. Такая конструкция. Все должно натянуться. Все по размеру, и, естественно, кожа должна выровняться. По-моему, все отлично. Так, что мне здесь осталось? А мне здесь осталось как-то проклеить уголки. Я открыла этот клей, и, в общем, он не подходит. У меня расплавилась эта кожа. То есть нужно как-то что-то где-то... Возможно, я не буду их проклеивать, а проклею только вот эти вот узелки, которые я оставила. Ну, вообще, интересный опыт пошива. Теперь я знаю. Думаю, может, мне диван обтянуть кожу. В общем, дурные мысли. Нужно заканчивать. И уже прощаться с вами и заканчивать этот швейный влог. Штанишки мы, кстати, с вами будем шить уже в другом влоге. Не в этом, точно. Но на этой прекрасной ноте давайте закончим мой необычный для меня швейный влог, где мы с вами занимались всякими разными делами. Тем более я сейчас такая красивая. Только что прибежала из салона, у меня еще пятница до сих пор, время 6 часов вечера. Все, я закончила, все детальки у меня сшиты. Вот это только не вывернуто, но она у меня просыхала. Вся работа, что я наметила, была выполнена, и даже больше. Я раскроила брючки для дочки, чему я очень рада. Ну, а вам говорю всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну и увидимся. Что еще сказать? Шейте с удовольствием. И увидимся уже с вами в новых видео. Всем пока-пока.